чего начать изучение языка? В этом видео хочу поделиться некоторыми подходами, которые могут вам помочь, если вы только что начинаете изучать какой-то иностранный язык. Для примера буду брать то, как я изучаю немецкий. Это мой 4-й иностранный язык, и я пока что нахожусь на очень низком уровне. Расскажу о 3 вещах, которые я беру за основу изучения и от которых всегда отталкиваюсь. Первое, с чего я всегда начинаю, это четкое разделение 2 процессов, которые люди могут путать. С одной стороны, у нас есть освоение языка или погружение в язык, это language acquisition, а с другой language learning — это то, к чему мы относимся как к классическому изучению языка. Освоение языка или language acquisition — это процесс, похожий на то, как дети изучают родной язык. Все происходит через погружение. Мы слушаем, смотрим, повторяем, улавливаем интонации. Никаких таблиц, никакой грамматики, никакой зубрежки. Здесь я использую в первую очередь ролики канала Easy German. Они разной длины, и язык там довольно простой. В них также часто повторяются одни и те же слова. Когда, например, они задают вопросы прохожим, вопрос всегда один и тот же. Или когда надо закончить фразу, можно много раз услышать одно и то же. Например, ich will nicht, и опрашиваемые должны закончить фразу про себя. Все идет с субтитрами на немецком и английском. Ролики увлекательные для меня лично и на совершенно разные бытовые темы. Это именно тот материал, который лучше всего подходит для начинающих. Когда смотрю эти ролики, я ничего не пишу. Я стараюсь по максимуму сделать такое погружение в язык. Конечно, поскольку, как я уже сказала, некоторые фразы или вопросы могут повторяться, я иногда могу вслух повторять то, что слышу, чтобы проще запомнить некоторые слова. Что касается погружения, я также использую музыку, то есть слушаю песни и читаю их тексты. Немножко попозже поподробнее расскажу про этот момент. Также могу смотреть фильмы с субтитрами на английском, поскольку мой уровень немецкого недостаточно высок, чтобы смотреть с немецкими субтитрами. Но пока что я не делаю большой упор на это, и фильмы в данный момент я использую больше для того, чтобы познакомиться с культурой, с менталитетом, с способом мышления народа и понять, какие именно темы поднимаются, например, в Германии. Погружение для меня — это в первую очередь прослушивание. Пока слушаю, я не пытаюсь ничего изучать. В первую очередь я, наверное, стараюсь понять, отделить слова из этой массы всего, которое происходит, потому что на начинающих уровнях очень сложно понять иногда, где начинается одно слово, где второе заканчивается, поскольку очень много незнакомых слов. Теперь про language learning. Это уже классика. Учебники, упражнения, грамматика. Например, если вам нужно выучить слова по определенной теме, или, например, неправильные глаголы на английском, или, например, как строится прошедшее время в каком-то языке, например, в испанском, все окончания, которые нужны в этом случае. Также это всякие упражнения на понимание текста или аудирование. Это все принадлежит группе language learning, то есть это все изучение языка. Здесь мой главный инструмент — это метод ASCII. Это такие учебники, которые не совсем классические, они более нацелены на самостоятельное изучение языка. Там короткие тексты, диалоги, построчный перевод и такое плавное объяснение грамматики. Первых 50 уроков — это такая пассивная фаза изучения, где мы просто читаем, слушаем и читаем грамматические объяснения. Потом активная фаза, где мы начинаем воспроизводить язык и повторять некоторые фразы вслух. Я все равно сразу все проговариваю, потому что я лично лучше так запоминаю. Вот именно тут я беру эти диалоги, я их полностью переписываю в свою тетрадку, обращаю внимание на те фразы, которые не знаю, то, что для меня новое, то, что повторяется, например, потому что повторяемость в языке, она всегда нам говорит о какой-то частотности, то есть это те слова, которые часто употребляются, и на них, наверное, стоит обратить внимание в первую очередь. Еще использую такое пособие «Грамматика актив», чтобы системно отработать грамматические конструкции через упражнения. Это особенно помогает, когда хочу понять, почему фраза построена так, а не иначе. В целом я стараюсь придерживаться примерно следующего соотношения. 80% — это погружение, остальное — это изучение. С возрастанием уровня это соотношение может смещаться больше в сторону изучения, то есть я начинаю больше времени посвящать изучению, чем в начале, но все равно в общем соотношении я язык больше осваиваю, чем активно изучаю. Второе — это сначала звуки, а потом значения. Очень много вещей требует нашего внимания при изучении языка. И особенно на начальном этапе. Нам надо одновременно держать фокус на произношении, вспомнить слово, что оно означает, как оно употребляется в предложении и как оно
сотрудничать с другими словами внутри одного предложения. Поэтому я предпочитаю разбивать это на два момента. Сначала звуки, а потом значения. Я очень много времени провожу, делая shadowing. С немецким, например, я включаю мою любимую группу An My Kantereit, включаю какую-то песню, которая мне очень нравится, открываю текст и начинаю слушать и читать, читать и слушать. Сначала я просто пытаюсь понять, как правильно произносятся некоторые звуки. Потом через это же упражнение я улавливаю некоторые правила чтения. Все это я делаю через копирование того, что слышу. В этом плане я очень придирчива к себе и могу слушать одну и ту же песню много раз, пока не услышу идеальное совпадение между тем, что я слышу, и тем, что смогу произнести. Поэтому я одну и ту же песню могу послушать 10 или 15 раз подряд. Я понимаю, что не все готовы к такому количеству прослушивания. Но, с другой стороны, чтобы вообще делать такого рода упражнения, мне очень важно, чтобы эта песня мне нравилась. Поэтому у меня постоянно на фоне происходит какой-то подбор музыки, то есть если я убираюсь или готовлю уроки, например, у меня на фоне может играть музыка на немецком, для того, чтобы найти ту эмоцию, тот интерес, который мне нужен, чтобы песня прям зацепила, и чтобы мне хотелось ее слушать очень много раз. Со временем я добавляю новые песни, у меня уже строятся плейлисты на разных языках. Уже через много-много повторений я это довожу до автоматизма. И бывают такие ситуации, что я могу, например, спеть песню на немецком, не понимая те слова, не понимая их значения. В течение этого процесса я могу загуглить текст песни, просто чтобы получить общее представление, о чем она. Уже потом перехожу к значению. То есть слова у меня уже есть в голове, я уже знаю, как их произнести. Осталось только добавить значение в эти звуки, которые у меня есть. Если песня очень понравилась, а это часто бывает, я могу взять некоторые слова или фразы оттуда и записать их в свою тетрадку. Музыка тоже помогает понять частотность некоторых слов в языке. Через несколько песен я начинаю замечать повторяющиеся слова. Когда звуки становятся своими, я shadowing дальше могу перенести на YouTube-ролики, фильмы. Ну и последний, самый скучный, но, мне кажется, самый важный пункт — это дисциплина. Я планирую изучение языка в календаре, просто назначаю это как встречу с собой. Если нет вдохновения, делаю без вдохновения. Пусть 10 минут, но делаю. Потому что регулярность — это все-таки главное. Как правило, кайф бывает даже больше после тех занятий, куда не хотелось идти, потому что появляется дополнительная мотивация от того, что я могла преодолеть вот эту свою лень, например, или отсутствие мотивации. Иногда не получается, я иногда могу уставать, если нагрузка на работе большая. Я очень активно, например, могу использовать 4 языка в течение дня. Вечером у меня мозг отключается. Если это происходит довольно часто, я могу специально делать паузу в изучении, например, неделю-две ничего не делать, и потом вернуться снова к занятиям. В конце хочу сказать, если вы тоже начинаете изучать новый язык, помните, что не надо пытаться делать все идеально с самого начала. Самое главное — это найти свой ритм, свои методы и свои подходы.